Здравствуйте, друзья! Пасмурный сегодня день, поэтому съемка дело хорошее, не будет этих солнечных бликов, будет хорошее изображение. Я решила снять маленькое видео о том, как использовать природные инсектицидные средства, которые у нас растут практически под рукой на грядке. Расположилась я возле своих кустов с лавандой. Вот они. Тут два куста, еще дальше немножко за моей спиной еще несколько кустов. Почему я, собственно говоря, тут хотела бы снимать это видео? Потому что лаванда – это практически природный инсектицид, но он работает с определенными типами насекомых, то есть с теми насекомыми, которые летят на запах, я бы так сказала. Среди тех, кто особенно вреден на наших огородах, на наших дачах, это, конечно же, тля, белокрылка, черная обложка, те летучие и сосущие насекомые, которые приносят растению очень много вреда, высасывая живительные соки из листьев, из побегов, даже из плодов. То есть те насекомые, которые нам совершенно не нужны на небольших наших участках, о которых мы заботимся. Вот лаванда – это именно такой инсектицид, потому что она имеет хороший такой яркий запах, который, собственно говоря, и отгоняет этих насекомых, летящих на запахи любимых ими овощей. Лаванда – это многолетнее растение, она уже прижилась в нашей климатической зоне, а я живу в 5 Б, даже уже переходящей в 6-ю климатическую зону. У нас заморозки зимой могут достигать минус 23 градуса Цельсия, но сейчас они встречаются все реже и реже, буквально в последние несколько лет. Поэтому лаванда зимует у нас даже без укрытия. Ее вполне можно использовать для того, чтобы отпугивать этих наших злостных вредителей от полезных овощных культур. Если вы у себя заведете несколько кустиков лаванды и рядом с ней посадите то ли капусту, которая страдает от блохи, от тли, то ли цветную капусту, то ли капусту брокколи, которая тоже подвержена влиянию этих не совсем хороших насекомых, то лаванда вас выручит, потому что она собьет запах крестоцветных и отпугнет насекомых. У вас появится прекрасная возможность меньше использовать химических инсектицидов для того, чтобы обрабатывать эти полезные овощи у вас на грядке. Почему теперь я говорю о лаванде именно осенью? Потому что это куст, который как раз уже к осени набрал полную силу, и его можно поделить, тем самым увеличив площади своих посадок и дав возможность этому растению защитить большие площади полезных овощей. Сейчас я срежу лаванду, сделаю ей осеннюю обрезку, и из тех стеблей, которые я обрежу, я сделаю посадку для того, чтобы получить к весне новые молодые растения. Ну что, приступим? Обрезка лаванды – дело не хлопотное. Здесь надо определиться, на какой высоте срезать. Рассматриваем куст от основания и до начала зеленых листьев на стебле. Вот посмотрите, вот основание.
одревесневшие. Вот где-то начало листа, на котором мы будем срезать, точка, на которой мы будем срезать, должна быть от одревесневшего основания на расстоянии 4-6 сантиметров. Так вот примерно. Вот. Эти стебли, которые я буду отрезать, я буду их дальше использовать для размножения лаванды черенками. Не бойтесь обрезать растения, но обязательно нужно оставить эту зеленую часть, иначе без нее лаванда расти не будет. Так и останется одревесневшим многолетником. Лаванду стригут в качестве полушара, шара. Ей можно придавать самые разнообразные декоративные формы. И только благодаря стрижке она останется у вас зеленым растением, которое не потеряло свою декоративность. Если вы не будете стричь, значит лаванда облысеет и куст превратится в какое-то непонятное растение, которое никак не украсит вашу клумбу. Обрезаем дальше. Если вы оставите длинные побеги, одревесневшие, то в следующем сезоне растение не будет выглядеть красиво. Оно будет таким полудеревом. Поэтому нужно обрезать коротко, ну, знать меру. 4-6 сантиметров, не больше. От основания, посмотрите. Вот основание стебля, одревесневшая часть растения, а вот ее лиственная часть. Вот что у меня получилось. Это обрезанный куст. Сейчас я уберу там внутри остатки растительности, листья, которые упали, почищу. И куст практически готов к зиме. Работаем с этими стеблями, которые мы собрали. Значит, их нужно почистить. Срезать по косой. И это уже готовый черенок, который можно сажать. Еще один черенок, уже 2 черенка.
Хочу надеяться, что это видео будет для вас полезным, что оно принесет пользу вашим любимым овощам, и они будут меньше страдать от химических инсектицидов, потому что вы о них позаботитесь буквально следующей весной. Ну а у меня пока все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться этим видео в ваших соцсетях. Пока-пока. До скорого!